Всем привет! Сегодня, думаю, также на моем видео будет интересная камера. Кстати, ее можно уже приобрести в Украине, в интернет-магазине SmartHat. Переходите по ссылке под моим видео и увидите актуальную стоимость, прочитайте полностью описание и там же сможете ее заказать. Именно вот из магазина SmartHat я взял камеру на видеообзор. Приложение IPC360 Home. В общем-то, инструкция цветная, но понятного языка нету. В прошлом из видео, в одном из прошлых по камерам видеонаблюдения, показывал я вам камеру также с двумя объективами, как и этот вариант. Блин, такая упаковка плотная. Камера с двумя объективами также. Прошлый вариант был более бюджетный. Этот вариант с таким вот двухсторонним универсальным кронштейном, который можно крепить и на стену, и имеется потолочное крепление к потолку и есть. Или же на стену обычная, даже вот кажется, да, типа такого навесного. Накинул и зажал. И также в этом месте также имеется поворотное устройство. Отжали фиксирующие винты и повернули кронштейн куда вам нужно. Камера 2 в 1. Имеет широкоугольную камеру, на которой находятся также ИК и LED светодиоды ночной подсветки. И поворотная камера узкоугольная, 8 мм объектив заявлено, но это в общем-то и видно даже невооруженным взглядом. Здесь 2,8 широкоугольный, здесь 8 мм. То есть тот вариант камеры, который вам подойдет четко для контроля вашего автомобиля. Например, с балкона. Ну, наверное, 5-й этаж, выше. Ниже второго, наверное, не стоит ставить. В общем-то, сейчас я ее поставлю у себя в частном доме и посмотрим, как она будет справляться. Широкоугольный объектив дает широкую картинку, контролирует общую территорию. Поворотная камера имеет возможность работать по слежению за движущимся объектом. Тоже очень классно. Поддержка карт памяти, двухстороннее аудио, динамик сзади, по-видимому, мощный, сетка такая большая. Микрофон имеется, можно слышать с камеры. Также ИК подсветка на этом модуле и LED светодиоды видно с желтым оттенком. 3 ночных режима, скорее всего, имеются. Цветной с задействованием LED светодиодов. То есть все по стандарту, что имеется в этих поворотных камерах. Но какой плюс, что камера 2 в 1. Вот скорее всего китайцы прислушиваются все-таки. Говорили, что ж, камера поворотная, она отвернулась при слежении, а перед ней ничего не контролируется. То есть кто-то камеру отвлек, а кто-то занимается своими делами. Именно тот вариант, когда кто-то эту камеру отвлек, она отвернулась, а вот эта камера все равно контролирует ситуацию широким углом перед камерой. Блок питания, коробка огромная такая. 12 вольт 2 ампера. И по стандарту крепление. И муфтер на RJ45. Камера может работать как по Wi-Fi, так и по кабелю. На отводах RJ45 для подключения кабеля в роутер. Питание и кнопка сброса с пробкой. Перед подключением камеры скачивайте приложение IPC360 Home. В свободном доступе оно есть. Карту памяти также устанавливаем. Можете свою устанавливать, можете заказать. В описании под видео оставлю ссылку на AliExpress. Там тоже есть выбор камеры с различными картами памяти. Поддержка до 128 гигабайт. Кстати, в моем варианте карта памяти уже установлена на 128 гигабайт. Это в SmartHat, спасибо, установили карту памяти уже. И здесь видим кнопка сброса дублирующая, если вдруг что-то случилось с кнопкой на кабеле, для сброса к заводским установкам. Резиновая прокладка толстая. Здесь все герметично, слот под карту памяти. Ну и внутренности можно увидеть. Все помодульно собрано, на стоечках. Все как обычно. Подключение простое. Китайские производители вот этих вот бюджетных камер беспокоятся о том, чтобы вы сами все смогли сделать. Даже человек, который с этим не связан. Подключаем разъем питания от блока питания. Соответствующий разъем камеры. Можно подключить это все по кабелю от роутера свободный. Можно по Wi-Fi. Потом просто подключим на кабель. Камера будет работать по кабелю. В розетку блок питания. Индикация. Здесь также имеется информационный светодиод, скорее всего двухцветный, красный и зеленый. Пошло
Пошла калибровка камеры. Щелкают ИК-фильтры день-ночь. Здесь стоит ИК-фильтры, фильтр, переводящий камеру в день-ночь. И здесь. То есть две отдельных камеры установлены. Мигает светодиод. Калибровка. Потом нужно будет камеру откалибровать, когда уже поставили на место. Две камеры откалибровать, поворотное устройство. Потом посмотрим. Наверное, мигающий светодиод уже говорит о том, что можно подключать камеру в ваш аккаунт. Жмем плюс. Камера уже одна есть, вы видели, но она затемнена, потому что она сейчас лежит в коробке, отключена. Подключив ее к этому роутеру, к которому я ее привязывал, она у меня автоматом активируется в приложении. Даже через долгое время камера из коробки, которая уже подключена к этому роутеру, при ее активации она автоматически у вас появится здесь. Не нужно никаких перенастроек вносить. Далее можно QR-код считать, забрать. Можно камерой по кабелю подключить. Сделаем, нет QR-кода. Мой свет камеры вспыхивает красным. Жмем. Если не вспыхивает красным, нужно зажать и удержать кнопку сброса. Жму далее, и тут нам нужно зайти напрямую по Wi-Fi со смартфона на камеру. Захожу в настройки смартфона Wi-Fi. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. В списках появилось устройство IPC365. Подключаю напрямую к камере. Подключившись, выхожу. Есть, возвращаюсь в приложение. Пошло подключение устройства автоматически. На андроиде немного по-другому, на андроиде даже проще. Там не нужно вам закрывать приложение, оно автоматом переходит в настройки Wi-Fi смартфона и подтягивает камеру. Здесь нужно выйти, не закрыв это приложение на айфоне, зайти, потом опять сюда вернуться. Выбираю роутер, к которому хочу подключить камеру. Здесь предупреждение, что 5G Wi-Fi не поддерживается, 2.4G. Выбрал роутер, ввожу пароль. Пароль Wi-Fi доступа к роутеру. Устройство подключается, продолжает мигать красным информационный светодиод и переходит в зеленое свечение. Хуливан сказала, то есть, скорее всего, что все удачно у нас произошло. Зеленый светодиод мигает, осталось за малым присвоить камере название. Можете сами прописать, можете из готовых выбрать. Пошла инструкция, можно пропускать, можно далее посмотреть. Спальная комната готова, уровень сигнала Wi-Fi, кликаю и загружается камера. Со звуком уже пошла. Можно в таком вот режиме просматривать. В режиме рабочего стола будет две камеры у вас, я так понял. И здесь будет активация. То есть вот так можно просматривать. Можно два раза кликнуть, перейти уже на камеру, выключить голос. И тут все, в общем-то, как и в той камере. Что одно могу вам, может, в прошлом видео не сказал. Очень удобно, что вот этот прицел устанавливаем с этой камеры. Устанавливаем на тот объект, который хотим, и эта камера переходит по прицелу. Централизует свою картинку на объекте, на котором вы ее, например, вот, перетаскиваю на свое лицо, и камера туда же переходит поворотная. Эта камера может управлять этой. Ну и вот просмотр, в общем-то, все то же самое, что прошлая камера, но эта камера, я как понял, более качественная. В более качественном корпусе, ну и начинка, наверное, получше. А, вот же значок. Можно менять камеры. Просмотры, ракурсы просмотров. Ну и HDSD, все остальное. Все так же. Выношу камеру на улицу, устанавливаю. Сейчас покажу по кабелю переключение. То есть здесь, ну как и по той камере, понять можно, что никаких бубнов, танцев не должно быть. Подключил кабель. Светодиод начинает плавно мигать, камера подвисла, перезагружается. Так, какое кликнул я на облачное хранилище. Выходим в список устройств, и через несколько секунд камера обновит свою работу по кабелю. Да, уже есть все. Кстати, облачное хранилище также есть. Можете зайти, сразу вам
предлагает страницу ознакомиться. 30 дней дается бесплатно, потом там есть символическая плата. Все, камера сейчас работает уже по кабелю. Выключаете кабель, автоматом привязывается на Wi-Fi, на тот, который была привязана. Работа приложения не вызывает вопросов, быстро откликается, камера на улице и видно, что в сети. Загрузка камеры, заход на камеру. И вот именно тот момент, когда маленькая камера управляет большой поворотной. Картинка, скажу, получше, чем с прошлой камеры. Тут 3-мегапиксельные матрицы установлены. На улице пасмурно, солнца нету, но картинка вот вполне естественная. Никаких примесей каких-то других цветов нету. Вот как глазами видишь картинку на улице, так и камера передает. Без вопросов. Цветовой диапазон нормальный, телеобъектив и широкоугольный объектив. Также вопросов по этому объективу нету. Очень широкий угол, захватывает камера перед собой много. Ну и здесь, да, 8-миллиметровый объектив. Так, можно ли камерой управлять? Вот вызываем управление и управляем камерой, как хотим. Да, дальнобойный такой объектив этот установлен. Ну вот кому далеко нужно и видеть удаленные предметы, распознавать их, то как раз эта камера подойдет. И камера отвернута в другое место, а картинка перед камерой также полностью мониторится. Поставите уведомления на смартфон, включите или по людям, или же по движению, и будут вам с двух камер приходить уведомления. Аудио с камеры очень хорошее, вопросов к аудио нету. Также можете говорить в динамик, здесь вот все вопросы, которые могут возникать у вас, все переведено на русский и все понятно. Разобраться вопросов не будет. Воспроизведение с картой памяти, облачное воспроизведение, все основное, что нужно, развернуть. Те настройки, которые вам основные, здесь они. А в глубокие можно зайти, нажав троеточие, и получить все там. Угол съемки, ночное видение, вот настройка ночного видения. Сбросить позицию и сирену. Сирену также можно включить, показывал я вам, как звучит сирена. Из динамика вручную, ну или по тревоге можно ее также ставить. Давайте в настройки быстро забежим. Индикатор состояния включить-выключить можно. Зеленый, тот, что светит. Часовой пояс. Также зайдите, синхронизируйте время со смартфоном. Язык уведомления устройства — это именно язык при загрузке устройства. Или китайский, или английский. Кстати, при перезагрузке камера возвращается в предыдущее положение. Нету такого, что опускает голову вниз или же занимает какую-то другую позицию. Если пропало питание и появилось, камера вернется в то положение, из которого пропало питание. То есть будет туда смотреть, именно поворотная. Контроль громкости понятно также. По карте памяти, наверное, тревога и основные настройки. Место хранения. Подключите облако, активируйте TF-карта и облако. Если нужно просто вам на облако запись, активируйте облако. Если просто на карту памяти, карта памяти. Место хранения понятно, настройка. Именно можете по расписанию хранить запись или же по непрерывное хранение, постоянка или хранение событий. Хранение событий именно то, что поставите. Движение, люди там что. Давайте дальше. Тревога. Вот именно тот момент обнаружения объекта. Выберите тип объекта. И тот же самый вариант, когда нам нужно активировать облако. Активировать облако, чтобы была возможность включить по объектам тревогу. Ну и здесь вот прописано все. По ценам можете почитать. И активация. Хитрый ход, конечно, со стороны китайцев. Активация нужных функций, по сути, через облако. Вот активируй облако, а потом мы тебе сактивируем. Вот появляется возможность включить обнаружение объекта, человек, транспортное средство, домашний питомец.
все остальное движение. То есть вы можете вот выбрать или из этого, что хотите, или же поставить все. Все остальное движение, это понятно, что изменения в картинке. Там шевелится листва, то деревья, все это, ну оно в общем-то и не нужно. Уведомление о тревоге, богатое уведомление поставил. Ну по идее будет по всему приходить. Человек, там транспортное средство. Ну и тут все, чувствительность, средина стоит. Уже от вашей ситуации, там где камера стоит. Сирена включить-выключить по обнаружению вот этих вот, что задали. И сигнальная лампа есть. Свет не горит при обнаружении движения. Можно включить, чтобы горело. Свет включается, ну это скорее всего ночью будет включаться LED светодиоды. Картинка, я вам скажу, очень классная, очень приятная. И как вы видите, какой огромный плюс, что мы видим с одного устройства одновременно две картинки. То есть, по сути, две камеры у нас в одной. Будете искать настройку включения слежения. Ну, как-то оно вот вынесено не совсем понятно сразу. В раздел «Сопоставить две линзы». Выходим в список устройств, кликаем и «Сопоставить два объектива». И здесь отслеживание движения. «Сопоставить две линзы», жмем, и идет калибровка поворотного устройства. То есть настраиваем камеры. Поворотную по статической. Идет перезагрузка, опять же процесс поворота туда-сюда головой. Здесь показано у нас, как производится калибровка. Настраиваем камеру по картинке. Что видим в верхнем кружке, настраиваем нижний кружок по верхнему. Вот так примерно сделали. Перепроверяем. Ну, от этого напрямую будет зависеть слежение. Соответствие линзы завершено, и включаем отслеживание движения. И теперь камера будет следить, нижняя поворотная, то есть команду будет давать статическая камера. На статической камере появляется объект движущийся, и за ним следит поворотная камера. Вот такой алгоритм работы вот этих камер с этим приложением. Я уверен, что в дальнейшем и по другие приложения будут такие камеры. Ну и, наверное, с каким-то другим алгоритмом. Будем смотреть и следить за этим всем. Опять же, вручную можете камеру перенаправить тоже по этой камере, что, в общем-то, удобно. Не направлять поворотное устройство туда-сюда, а просто взяли прицел, подвигали, и камера автоматически вот в двух плоскостях поворачивается и смотрит туда, куда вы ее направили. Ну, это очень классно, в общем-то. Понятно, что это не весь диапазон работы, потому что камера может поворачиваться на 355 градусов. Но если вам нужно ее дальше куда-то повернуть, то делаете это вручную. Вызываете и делаете вручную поворот. Перенаправляете камеру. Вверх-вниз. Все работает нормально, соответствует, небольшая задержка есть. Картинка очень качественная. Вот я вам скажу, что картинка просто радует. Надо резко ее перенаправить. Перенаправляем ее таким вот образом. Вполне адекватно следит данный вариант камеры. Мне очень нравится. Хоть и узкий угол 8 мм рассчитан на большее расстояние. Следит адекватно, очень таки. Еще есть возможность сделать так называемую группу. Только я не знаю, как уже вернуть назад. Здесь была над камерой кнопка «Расколоть». Я нажал, создал группу, и получается, она объединяет две моих камеры. Та, которая сейчас не в сети, если я ее подключу, вот будет такой себе по типу видеорегистратора. То есть две камеры, два устройства из 4 камер я смогу отслеживать одновременно, активировав группу. Вот так вот. Ну и это не обязательно, чтобы они находились в одной сети. Они могут находиться в разных сетях. Ну и камера возвращается в заданную позицию. Вот слежение, так происходит. Чем еще хороша данная камера, что она имеет универсальный кронштейн, который можно повернуть. То есть камеру повернуть на самом кронштейне, провернуть там, где 3 фиксации винтом, отпустить. И эту камеру можно также перенаправить, куда вам нужно. В эту сторону, в эту повернуть. То есть у вас крепление
стандартная на стену или на потолок, а самой камерой можно управлять, перенаправлять ее. То есть это камера, которая статическая, также можно ей менять угол. Выхожу в список устройств, раздел будильники, это именно тревожные уведомления с камеры. С 10 до 12:30 было движений. Определение движения. И переход сразу на короткий ролик по движению человека. Здесь также можно во время воспроизведения включить запись, выключить звук, сделать фото на полный экран. Развернуть и посмотреть уже на карте памяти записи за сегодняшний день или же за другие дни, если открыть календарь. Кликнуть «Открыть календарь», выбрать. То есть, все интуитивно, все понятно. Или же облачное воспроизведение, если у вас есть облако. И прямой эфир. Смотрим следующее. Тут, в общем-то, по картинкам. Картинки прогружаются и видно все моменты, которые были. Это я смотрю сейчас с карты памяти. Удаленно установленная карта памяти в камеру. Короткие ролики. Ну а если нужно посмотреть больше, то понятно, что переходим на карту памяти и смотрим больше. Вот примерно рядом получается, что я ходил специально перед камерой. Вот так она следит. Заметно, что есть моменты, камера не дослеживает. Именно это где-то на широкоугольный объект в углу. Но вот видите, камера его уже бросает. Есть моменты сыроватые, но в общем-то камера работает, я вам скажу, что неплохо. Ее можно смело ставить на большую территорию. За видеонаблюдением, за большой территорией. Вот как я вам говорю, с большой высоты, с высоких этажей. Двор полностью она захватывает. Еще и поворотная камера работает, управляет. То есть следит за объектами, если нужно. А нет, то просто перенаправили и вас приблизили тот объект с помощью вот этой вот камеры с объективом 8 мм. Ночная картинка с камер также радует. Отзыв могу отличный оставить. Камера за день только радовала. Момент вот это со слежением есть. Но где-то 80, наверное, процентов адекватного слежения было. Все остальное, машины быстро проезжали. Уведомления присылала и писала по человеку. Потому почему поставил. Человек, животное, автомобили. Пытается следить. Опять же, если бы улица у меня была шире туда, или же с большей высоты ставить камеру, то, мне кажется, она бы следила адекватней. И опять же, мое мнение такое, вы пишите, конечно, в комментариях, не совсем соответствуют два объектива. 2,8 и надо было ставить не 8 второй объектив, а где-то 4 мм. Я так думаю. По ночным режимам можно переключить черно-белый, плюс сейчас вот именно это стоит ИК светодиоды. Или же здесь вот кликнув, устанавливаем полный цвет и прожектор. Имеется в виду прожектор, это белые LED светодиоды. Помогают камере и верхней, и нижней. И я вам скажу, что в цвете довольно-таки неплохая картинка. Не супер светочувствительные матрицы и светосильные объективы, но где-то среднее что-то. Уже подтянут этот вариант. Ночные картинки с камер, даже с бюджетных, уже идут довольно-таки неплохие. Ночью камеры видят хорошо, даже без дополнительного освещения. Будет дополнительное освещение, прожектор у вас какой-то по датчику движения, например, камера вообще будет идеально справляться. Какой есть еще момент по ночному видению? Зайти нужно прямо в настройки. Здесь найти ночное видение. Со списка устройств надо заходить в настройки, их больше. Ночное видение, и смотрите, какой есть вариант. Полный цвет включить прожектор, или же в полном цвете можно без прожектора. И также в черно-белом, если ставим, можно без ИК светодиодов. То есть ИК светодиоды, по идее, можно выключать.
на камере, если вам вдруг нужно выключить ИК-светодиоды. Такой вариант есть. И также с LED-светодиодами происходит. Камера может работать в полном цвете, но без LED-светодиодов. И вот я сейчас вижу на видеорегистраторе с другой камеры, что да, именно в этот момент при включении и выключении происходит включение и выключение LED-светодиодов. И также, если поставим в черно-белый, вот сейчас я вижу, ИК-светодиоды включились, а вот сейчас они выключаются. То есть этот момент четко работает. Выхожу на камеру и давайте посмотрим. Вот, да, сейчас картинка черно-белая, без подсветки, без ИК-подсветки. ИК-светодиоды выключены на камере. Кстати, вот здесь развернуть, и можно ими управлять. Включаю. Видите, как осветлилась картинка. Также здесь, если зайдем, переключаем на полный цвет. Сейчас светят LED-светодиоды. И мы их выключаем. Картинка, видно, что без всякой помощи. Нету никакого дополнительного освещения. Работает в цвете. Тому камеру можно переводить в цвет и выключать ее светодиоды. И вот смотрите, она даже еще и отлично следит при этом. При появлении движения перед камерой также камера переходит в полный цвет и задействует LED-светодиоды. LED-светодиоды белые, такие, очень мощные, классные. Камеру могу посоветовать, но пока таких косяков, которые отвернули бы от камеры, не было мной замечено. Отличный вариант, работает, два устройства в одном. Даже если вы не будете пользоваться слежением, основная камера у вас смотрит вперед, куда нужно. Другая камера, можете перенаправлять ее куда хотите. То есть, по сути, у вас две камеры в одной. На одном месте у вас тупо установлено, грубо говоря, две камеры. Приложение также отлично, вторую камеру я тестирую. За день никаких вообще проблем. Заходишь на карту памяти, просматриваешь, уведомление присылает, где бы я ни находился. Уехал из дома, приходит уведомление на часы, также и на смартфон, все отлично. Подписывайтесь в чат в Телеграме, специально создал коллективное общение, помощь друг другу. Также на мой Телеграм-канал обязательно подпишитесь, делюсь с вами новинками. То, что сам заказываю, тестирую видео, помогаю вам также, чем смогу, в чат пишите мне. Ну и Инстаграм, подписывайтесь на канал, на смарт-хату заходите, в Украине уже эти камеры есть. Кто может на Алиэкспресс, заказать с Алиэкспресса, заказывайте, также ссылку оставляю. Я думаю, что китайцы будут развивать дальше вот эти, наверное, скоро уже будет 3 камеры в одной. Дальше будем видеть, ну и буду с вами делиться. Всем удачи, до следующих видео.